всем здорово, всем привет. Надеюсь, наша трансляция затранслировалась. Надеюсь, меня видно и слышно. Пока, честно говоря, не знаю. Вот там вот сбоку, вот там вот. Напишите, пожалуйста, если меня видно и слышно. Также, пожалуйста, напишите, хорошо ли меня видно и хорошо ли меня слышно. Приветствую, мистер технологист, самый первый сегодня. Так, значит, сегодня у нас заходим, значит, на наш чудный канал. Так, меня, наверное, появился, да, это хорошо. А слышно нормально, надеюсь, меня или так себе? Вот, смотрим, что у нас на сегодня есть. Сегодня у нас 12, не угадал, сегодня у нас 19 число. Соответственно, сегодня у нас Scanmatic 2 официально оригинального обзор будет. Значит, кстати, не забывайте, уже есть голосование на следующую неделю, на стрим. Вот, так что можете не прямо сию минуту, желательно сейчас участвовать все-таки в просмотре нашего чудного стрима, но не забыть потом провести голосование на 26.02.20. 21:00, как обычно, по минскому времени будет. Также сразу вам попрошу, пока народ собирается, напомню, что можем вам помочь в отключении мобилайзера. Там, значит, по прошивке, блок, если пришлете, там пин по вину, пин по дампу. Ну, в общем-то, все программно-аппаратные дела. Приветствую, Павел. Значит, не забывайте, значит, вот сюда нажать можно попасть нам на сайт. Вот он, значит, какой прелестный будет. Вот сюда можно нажать, даже нужно нажать, и зайти в Телеграмму, наш канал, чат. Там много людей, не просто как у некоторых только читать наши новости. Всем можно вот в этом телеграммистом канале активно, в общем-то, разговаривать, задавать свои вопросы и так далее. Понятное дело, не забывайте заходить на наш замечательный форум. На нашем замечательном форуме что есть? Я все даже отредактировал. В общем-то, здесь много чего интересного, много интересных полезных тем обсуждается. Поэтому заходите на наш замечательный форум. Также на форум можно зайти отсюда. Нажимаете вот эту чудную кнопку «Форум» и тоже попадаете вот сюда вот, на наш форум, где можно много чего узнать. Приветствую, Роман тоже. Алена, доброго дня. Вечера, точнее, Автоэлектрик Минск, привет. И записки автодиагноста тоже приветствую, доброго дня. То есть с этим мы разобрались. Далее, что у нас что-то интересное есть. Дальше у нас ВК и Инстаграм. Интересного не очень, поэтому, в общем-то, смотрите сами, туда заходить или нет. Самое интересное, как я говорил, это вот Телеграм и наш форум, поэтому туда заходим. Значит, что у нас сегодня в теме обсуждения, как я уже говорил, как вы, вероятно, заметили, у нас будет Scanmatic 2. Обсуждение, обзор. Скажу абсолютно откровенно, за этот обзор ни копейки не получаю от производителей. Просто оборудование очень сильно нравится самому. Вот, можно даже сказать, что это первое официальное оригинальное оборудование, которое я приобрел. Также не забывайте, что вот здесь вот снизу можете в голосовании нажать свой вариант, оставить комментарий и здесь написать тему, которую вы хотите предложить. И у нее есть шанс попасть в следующие выборы в голосование, а там, глядишь, может, большинство проголосует именно за вашу тему. Поэтому, в общем-то, сюда заходим и голосуем. Так, с этими темами, я надеюсь, мы разобрались уже. Так, приветствую. Так, тут у меня что-то перекинуло. Акиф Тагиев, приветствую тоже, доброго дня. Так, пожалуй, переключимся на камеру, чтобы было немножко более видно и более обзорно. Кстати, как помните, было некоторое количество всяких полезностей, наводил порядок.
Так что, ну, будет скоро розыгрыши, потому что часть, в общем-то, ненужностей, которые я в свое время позакупал на Алике, пореализовывал, приветствую, Дмитрий, значит, еще куча ненужностей, поэтому в ближайшее время планируется розыгрыш, в общем-то, также различные розыгрыши, загадки с призами. Вот. Что еще хотел сказать. Спрашивали в чате там, почему стал лысый. Да у нас такая, собственно говоря, зима, что жарко. Лысину напекло, поэтому, в общем-то, вот, постригся на лысо. Немножко уже начал отрастать. Такая история. Ну что ж, я смотрю, народ потиху собирается уже. Поэтому давайте, наверное, сделаем обзор сканматика этого чудного прибора. Сканматик 2 у меня до сих пор, прошкой я еще не обзавелся. Но скажу откровенно, сканматика 2 мне пока вполне хватает. Конечно, если бы производители предоставили прошку, ну, я бы сделал дополнительный обзор по ней. Ну, пока, в общем-то, нету у нас прошки по наличию. Значит, как я ее покупал? Так как, в общем-то, значит, у нас советского автопрома не сильно, бывшего, не сильно большой поток, По этой причине переходники я не докупал. Переходники я не докупал, использую, в общем-то, обычные насадки. Значит, на разъемы, берем разъем, вот сюда, и на разъем такие насадочки вставляем и вставляем уже диагностировать то, что нам надо. Значит, что у меня, в каком формате я купил своего сканматика. К нему я купил вот такой вот чудный переходник для внешнего питания, который у меня, в общем-то, откровенно говоря, валялся все время в сумочке. Обзавелся вот такой отдельно, это не они продали, удобно, кстати, да. Складываю туда прибор сам и вперед. В общем-то, он у меня в боковом кармане лежал, я про него забыл. Поэтому, в общем-то, сделал себе другой прибор. Был обзор уже на канале того чудного прибора, переходника на 3 разъема. К нему я доделал просто внешнее питание. И уже от того, скажем так, использую различными методами. Так у нас в самом сканматике есть вот такая вот доростка для питания. Это вот как раз... Привет, Норман, тоже, значит, доброго времени. Вот такой вот чудный переходничок, это вот для внешнего питания. За все время встречались машины, которые надо было запитывать наружным не сильно часто, но все-таки встречались. Мицубанчик вот попался, как его звали, не помню уже, ладно, фиг с ним, значит, Фузя была. Вот, у него на ОБД питания не было, так что пришлось воспользоваться этой штукой. Как я уже говорил, про этот переходник я его сегодня только нашел, когда решил достать сканматика, посмотреть, что у меня в этих кармашках лежит. Вот, собственно говоря, вот мой прибор, версия 2.0, 2.0 не Pro, значит, на великом и могучем Алике второй версии я по результату так и не встречал. В общем-то, ну и интереса не было. Была первая когда-то у меня купленная на Алике на том. Понятное дело, она была значительно по функционалу короче и более обрезанная, много чего не было, понятное дело. Потом увидел все-таки необходимость для советского автопрома. У нас вот Лады пошли, Весты эти всякие, Гранты. И я пришел к выводу, что, в общем-то, сканматик мне стал необходим. Опять же, как только я его приобрел, большим подарком через некоторое время стало производство, ну, скажем так, доработка авторов этого чудного прибора до такой вещи, как пастру. Значит, что такое пастру? В народе называется пасру. Сейчас покажу вам, что это из себя представляет. Вот такая вот чудная у нас штукенция появляется. Выбираем язык. Ну, язык я здесь не переключаю, мне это не надо. И вот у нас можно его подружить по USB, можно по Bluetooth.
Я себе взял версию с Bluetooth. Что дает это Scanmatic 2 G2534 PR1210 конфигурация. В общем-то, это довольно полезная программная примочка. Что она дает? Сейчас я вам расскажу. До самого Scanmatic, хотя нет. Приветствую, Александр. Значит, давайте, наверное, пройдем сначала по самому сканматику, что за звери, с чем его едят. Ну, а уже после этого будем смотреть, что такое этот великий пасру. Значит, вот у нас наш чудный прибор, вот у нас чудный разъем. Сами понимаете, в помещении, где я сейчас нахожусь, автомобиле, найти крайне сложно. По этой причине мы будем использовать стационарный лабораторный блок питания. Подключим, значит, сканматик, как я говорил, вот на нем уже загорелся наш замечательный светодиод. Значит, можно уже использовать саму программку. Значит, он уже у нас должен быть виден. Значит, вот мы его запускаем. Стояночка, господа, товарищи. Переключим рабочий стол, чтобы вы тоже видели, что в нем есть. Итак, значит, прекрасно понимаете, что если у нас есть необходимость так на АвтоВАЗ, так и бюджетных иномарок, не зная особенности расстановки АБД-разъема, на АвтоВАЗ можно легко спалить лаунч или другой сканер. Ну, в принципе, да, в принципе, это любой. Если сканер не знаешь распайку, там, допустим, распиновку, то можно спалить вообще все, что угодно. Значит, автомобили, которые у нас есть, это ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, СИАЗ, ПАЗ, МАЗ, КАМАЗ и, понятное дело, некоторое количество корейцев и японцев. ДЭУ, Шевроле, Черик, БИД, Жиля, Гретвал, Hyundai, Kia, Lifan, Mitsubishi и Ravon. Если вот в этом чудном замечательном списке машинки нету, либо она вдруг окажется есть, но не будет ее блока управления двигателя, можно сказать ОБД-2. Ну, что такое ОБД-2? Вот он у нас, не видно, да, начинает перебирать все протоколы, светодиодом мигает, наверное, не видно, видно, ну ладно, не суть. Вот он, значит, пытается перебрать все протоколы. Понятное дело, ничего он не найдет по причине того, что блок управления двигателя у нас не подключен в данный момент времени. Значит, так, Паша, это про разъем старого типа. Да, кстати, разъем старого типа довольно забавная штукенция. Там прямоугольный разъем, это вот он как на Dell также похоже немножко в старых. Если туда через силу засадить ланч или другой сканер, его можно просто на ура увалить. Вот, ну, как я уже говорил ранее, для этих целей я использую переходнички. Распайку переходников, в принципе, на форуме можете найти. Ну что ж, не будем ломиться на пролом, потому что, в общем-то, блока нету. Давайте позаглядываем в различные машинки. Что тут есть? Понятное дело, особо много мы ничего не сделаем, но хоть что-то. Ну, начнем с АвтоВАЗа. Как прекрасно понимаете, у нас не как обычный ELM 320, хотя ELM 327 тоже может чудеса творить. Но об этом мы с вами поговорим. Да, GM12 Pin этот переходник называется, абсолютно верно. А General Motors пошел, поэтому вот я и как говорил, он бывает в DEO встречается также. Значит, об чем я? Ах, ну да, закрутился. Значит, заглянули мы в ВАЗ. Тут можно выбрать автоопределение, а можно, если знаете, какой блок управления двигателя. Хотя, скажу откровенно, иногда автоопределение не помогает. У меня вот, например, попадал М75 блок был. Значит, кто у меня еще был? Так, это был у нас... Ну вот в Ларгусе втором тоже блок она у меня не нашла. Я нажимал автоопределение. Она старалась, что-то пыталась сделать, но по результату тоже ничего не находила. Ну вот, как я говорил, в М75, ну вот она автоопределение запустилась, она вот по Bluetooth
пытается снюхаться и по результату, конечно же, говорит: извините, давай до свидания отсюда. Вот, кстати, вот там вот, сейчас я вам покажу, где что. Вот снизу есть колокольчик такой, не колокольчик, вот такая штука. Можете нажать, я ни разу не расстроюсь за это. Вот, вернемся, значит, опять к нашему замечательному рабочему столу на ScanMatic. Значит, это, в общем-то, какие блоки есть по вазу, ваза. Значит, само собой, в блок мы зайти по отсутствию самой машины и блока, наверное, не сможем. Видите, то есть она ругается, что зажигание, проверьте, включено, подключен ли адаптер. К сожалению, внутрь блока зайти мы не сможем. Привет, Виктор. Так, дополнять не запрещается. Да, кстати, если что-то я не договариваю, вот там вот сбоку говорите об этом однозначно. Трансмиссия, значит, позаглядываем просто в разные модули разных машинок, посмотрим, что тут есть. Дальше пошли по АБС. Собственно говоря, если хотите посмотреть, какие у нас блоки есть, каких у нас блоков нету, просто поставьте на паузу потом при повторном просмотре, чтобы посмотреть, какие блоки есть, чего нету. По иммобилайзерам. Некоторые иммобилайзеры она даже умеет привязывать. Вот, а некоторые даже отключать. Вот по климат-контролю у нас ваза, автоваза. Чего есть? Подушки безопасности. По некоторым сразу написано даже. То есть таката вот это может быть Приора, таката или таката Веста может быть. Ну, то есть написано еще какая машина. Вот, допустим, ТРВ может быть Нива, может быть Siemens Нива. То есть, ну вот, как бы немножко помогает, а не просто говорит, думайте сами. Хотя иногда бывают, как я уже говорю, нестыковки. Потому что хозяева в машинах такие, они иногда ставят то, что не надо ставить. Вот, собственно говоря, какие бывают усилители руля. Электропакеты также, смотрите, какие бывают в машинках. Модули в автовазе. Приборные панели Приора, Гранта, Веста, X-Ray и прочее. Радио Ларгус, Бусо. Что такое Бусо, кстати, скажите, честно сказать, не знаю, что такое Бусо Приора. Напишите там вот сбоку, что такое Бусо Приора. Или снизу там. Ну, система Эра, ГЛОНАСС, надеюсь, все знают. Кто хочет, чтобы за ним следили, обязательно ставьте себе Эру ГЛОНАСС. Псевдобезопасность. На самом деле, еще раз сказать, где вы находитесь, всем подряд. Но это, опять же, мое сугубо личное мнение. Вот, каждый имеет право свое иметь. Газ. Что у нас есть по газам? Волга, Газель, грузовики, Сибирь и Максус. Волга, Газель. Двигатели. Значит, что у нас есть? Как я уже говорил, перечислять все не буду. Кто захочет посмотреть, какие есть, каких нету, ну, в общем-то, нажмете паузу потом при повторном просмотре. Вот, также автоопределение есть и АБС, понятное дело. Вот, это у нас были Волга, Газель. По грузовым. Двигатели, опять тот же, но вот EDC 7, EDC 17, Каминсы, Вестпорт. Вот программирование есть EDC 17 и EDC 7. Думаю, кому-то это будет полезно и интересно. Ну и шасси, понятное дело. Вапка, Кнор и Вапка, и Кнор. И Кнор, и Вапка. И Вапка, и Кнор. Так, это у нас были грузовые. Так, сейчас написано. А часом не блок управления системой отопления. Я офигел, когда впервые приоровский блок управления заслонкой печки разобрал. Честно сказать, я не знаю. Я, в общем-то, поэтому вас и спросил, что там было у нас. Так, вот наша Сайбер, Сибирь. Двигатель. Начал ломиться. Понятное дело, мы не соединимся. Блок управления заслонка. Сори, с телефона писал.
А, прикольно. АКП. Так, ну, заходить, наверное, не буду, потому что сейчас еще в АБС попробую, наверное. АБС, АБС. Ну да, тоже. Это здесь у нас выбор не богат в Сайбере в этом чудном. Ну, давайте хоть Вима попробуем. Эу. Отстань. Не хочет, а? Вот. Отмена, я сказал. Отмена. Что-то она морозит. Морозная свежесть. Так. Ну и вот что-то она у нас за тупу и словила. Так, попробуем разорвать связь. Отключим питание. Не, это у нас программа, похоже, зависла, а не в голове дело. Так, переключу пока на камеру. И попробую перезагрузить программку. Привет, Мирбек тоже. Так, запустим диспетчер. Это у нас программа. Фига себе. Так, по образу. CD. Не понял. А как мне ее снять? Прикольно. Так. Это ОБС, это не то. Что-то я вот зашел сейчас, честно говоря, в этот самый список, а ее, ну, тупо нету вообще. Тупо нету вообще. Так. Приветствую, Игорь. Так, еще раз смотрим. Chrome в запущенных задачах. Команда. Хост. Динамик. Это что такое? Динамик. Explorer. NUSB. Монитор какой-то. ОБС точно не то. Во, блин. Подстава. Реальная подстава. Приветствую, Евгений. Понял. Понял. Спасибо, Дмитрий, спасибо. Так, ладно. Пускай программа эта пытается пока выйти сама по себе. Я ей уже... Эй, отстань, говорю. Сканматик. Во, может так. Закрыть окно. Ну, прикол, слушайте. Не хочет. Ладно, давайте попробуем пока... Покажу, как работает сканматик, этот самый. Как работает, значит, у нас, когда работает по стру. То есть мы заходим в настройки, подключение, выбираем сканматик. Значит, можно, ну вот он у нас пытается и этого сунуть, и этого. Берем сканматик и говорим подключиться. Чик. Ага. И обламываемся. Почему? Блин, потому что он у нас собака завис. Сканматик программа. Вот так всегда. Ладно, давайте тогда, раз такой глобальный облом, давайте тогда пройдемся по сайту производителя. Раз уже на то пошло, и сама программа бессовестно у меня зависла. Так, это я тогда прикрываю. Но это она вообще некрасиво поступила очень. Ну, я думаю, что там есть, уже увидели. Стрим опять по новой запускать, наверное, смысла нету. Потому что будет глобальный облом, собственно. Вот говоря, сайт сканматика.
Scanmatic 2, Scanmatic 2 Pro. Давайте, наверное, куда зайдем. Так, привет, Вадим. Ну, уже лучше немножко. Пастру это, можно сказать, отдельная программа с драйверами, которая позволяет, вот сейчас мы давайте пройдемся по, значит, самой программе, по сканматику. Он у них тут есть. Тут, в общем-то, поддержка довольно неплоха, но мы зайдем в загрузки. Ну да, можно сказать, как адаптер, он позволяет, что он позволяет? Он позволяет использовать некоторые другие программы, где используется именно этот протокол. Да, кстати, немаловажно, смотрите, на телефоне также, на телефоне у нас можно использовать сам Scanmatic. Вот, надеюсь, вам видно будет. Во, давайте здесь и позаглядываем по нему. Надеюсь, здесь он, собака, не зависнет бессовестно. Мы на газе закончились, да? Ну-ка. Ага. Во. На Сайбере. Значит, вот Максимус. Надеюсь, вам видно хоть таким макаром. Блин, зачем я опять нажал зайти? Ну ладно, на телефоне, надеюсь, она не зависнет. Настолько глобально. Так, опять завершение, как и там началось. Ну и, о, отлично. Уж не обессудьте. Так, это по газам было. Вот у нас по ЗАЗам. Двигатели тоже. А что на машине? Блин, а вам нифига не видно так, наверное. Вот так. Нет. Трансмиссии. Так, блин, а как это переключить? А вот это, наверное, не переключим. Грубо говоря, все то же самое. Я попробую вот так показать. Засвечивает. Вот. Вот. Будем так держать, наверное. В общем-то, все то же самое можно делать с телефоном. То есть все, что есть на компьютере, не считая, конечно, великого и могучего пастру нашего, можно использовать на телефоне. Ну-ка, давайте посмотрим, выкинулась программа. Не, она все уже словила дикую затупу. Ну что ж, ладно, давайте тогда. Единственное, что я хочу сказать, мне кажется, немножко производители подзабили, потому что обновление я уже, честно говоря, немножко подзабыл, когда вообще выходило. Обновлений не было уже довольно давно. Ну что ж, давайте, наверное, откроем мануал и с вами вместе его почитаем. Увы, для мобильной версии пастру нету. Ну, а по-большему, какой смысл в пастру для мобильной версии? Ой, блин, так, стояночка Вайбера запустил. Сейчас, подождите. Вайбера выгружу. Так, вот он. Блин, и WhatsApp запустился. Да что за... Так, SMWin, да, блин. Как бы его прибить-то, убрать с экрана. Ладно, фиг с ним, короче. Давайте зайдем, посмотрим, что там, значит, нам рекомендуют официалы. Значит, ну вот, версия программы такая-то. Прикольно, прикольно. Кстати, довольно неплохая инструкция. Настоятельно рекомендую ознакомиться с ней, кто хочет, в общем-то, выбирать это чудное устройство себе. Значит, смотрите, это операционки, под которым оно работает. Windows 2000, XP, 32 и 64 бита. Ну вот у меня она стоит, так, ну вот оно идет 2000 XP. Vista 3264, семерка 3264, восьмой 3264. Как видите, работает и под десяткой 3264. У меня она стоит на семерке 64 бита вот сейчас. Значит, 200 мегагерц совсем мало, 32 мегабайта оперативки это совсем мало, наличие свободного порта USB. Ну или Bluetooth, понятное дело. Для телефона Android 2.1, сейчас уже, по-моему, 13 или 11 идут, и 120 мегабайт. Ну и понятное дело, что было USB или Bluetooth. В общем-то, вот такая вот
тема пошла. Значит, тут довольно все расписано хорошо. Отличие Scanmatic 2 от Scanmatic 2 Pro. Значит, смотрите, что у нас есть. От 5 до 35, в общем-то, то же самое все. Ну вот есть гальваническая развязка USB. Значит, это первое отличие. Значит, для чего это хорошо? Это хорошо для того, что если будет какой-то скачок по самой машине, какое-то статическое напряжение там саданет, либо что-то еще, то ваш ноутбук абсолютно не подвергается опасности. Вот, ну, так как я почти во всем использую по Bluetooth, то мне, в общем-то, потери в этом никакой нету. Также некоторые доработки ниже будет указано, как что делать, куда, чего, зачем, почему. Вот, собственно, само устройство, светодиод, ну, это нам не интересно по-большему, правильно? Кабель USB, наш разъемчик, переходничок. Вот какие есть разъемы. Значит, OBD16 это тот, который я купил, который у меня есть. Вот он чудный наш. Вот этот наш GM VAS-12, о котором мы говорили, некоторые люди умудряются сунуть вот этот разъем вместо этого. Несмотря вот то, что здесь нет этих чудных срезов. Ну, как бы некоторых хватает сил. Это ГАЗ-12. Немножко похож на реношный разъем, но не совсем. ГАЗ АБС, ну, эти разъемы я ничего не докупал. Ничего не докупал. В общем-то, за ненадобностью. Мне, в общем-то, оказалось не надо. Ну, а вот эти остальные переходники можно некоторые использовать от ланча, некоторые откуда-то еще, от автокома и так далее. Единственное, надо смотреть, чтобы совпадала проводка. Как я уже говорил, так, приветствую. Какие люди! Ильдар, приветствую, доброго дня. Кстати, тоже рекомендую канал, довольно интересный, по Kia машинке. Вот, много чего интересного, тоже рекомендую заглянуть к Ильдару на канал на его. Там он прокачивает свой автосик, довольно интересно, показывает некоторые распечатки, некоторого полезности, когда делают какую-то машину. Поэтому рекомендую к нему на канал заглянуть. Значит, смотрите, здесь какой плюс есть. В общем-то, расписано, какой контакт за что отвечает. Ну и, понятное дело, написано, где питание, где, в общем-то, масса и все остальное. Видите, расписано, то есть смотрим, допустим, кабель DB12, DB15, OBD16, именно непосредственно в самом сканматике. Поэтому, если у вас нету кабеля, то очень полезно смотреть вот эти вот ссылочки. Значит, тут расписано, какой где контакт. То есть, допустим, вам надо найти какой-нибудь, не знаю, Колайн, смотрите, где он здесь, и потом, соответственно, делаете перемычку на разъем, который вам необходимо. Вот, далее, ну вот, собственно говоря, у нас все разъемы эти и расписаны, где что, на каком контакте, как сделать переходники, за что огромное спасибо, в общем-то, производителям. В общем-то, сами себя немножко, может быть, лишают хлеба в том, что поголовно все не ломанутся скупать у них все переходники. Но чем это хорошо? Ну, в общем-то, тем, что можно всегда найти, где какой переходник можно использовать и куда подключаться. В общем-то, по установкам мы пока, наверное, изучать не будем по причине того, что нам это не совсем интересно. Вот программа у нас так и не вылетела, да, еще. Но да, как видите, она у нас словила дикого зависона. Поэтому будем изучать дальше по документации. Сейчас также, да, листаем потиху мы до, значит, до этого самого, до постру нашего великого. И посмотрим, с какими программами она у нас будет дружить. Так, давайте-ка, наверное, тут много довольно мотать надо. Разрисовано, как этой программой пользоваться. Я делал
какой-то даже обзор, вон там написано, как форсунки можно прописать, по своей тогда еще дикой неопытности. Вот, кстати, разрисовано, как некоторые иммобилайзеры можно привязывать, как некоторые отрубать. Документация одна стоит, можно сказать, огромных денег, потому что в ней... Так, Алексей, я пытаюсь сделать, там просто нет слова сканматик. Я бы уже давно закрыл, честно скажу. Вот, поэтому, в общем-то, все подробно здесь расписано. В каком блоке, вот смотрите, что можно делать. Ну, тут я говорю уже, документация одна, можно сказать, стоит денег, потому что очень подробно. Так я зашел туда, но там нету, Павел, сканматика. Ну, то есть, вот, я захожу сюда, диспетчер задач, вот я в нем. Сканматика здесь, ну, просто физически нету. То есть, если бы он здесь был, честно, я бы его закрыл уже. Вот у нас обратный порядок. Давайте повернем. Я не знаю, видите, не видите. Сейчас, когда я нажал Ctrl-Alt-Del, в экране у вас оно есть или нету. Не, у вас... во, видно, отлично. Кто здесь покажет, где сканматик, как он называется, то даже не вопрос. Я его перезапущу, и интереснее будет, может быть, даже вживую где-то использовать. Как видите, ну, нету его здесь. По-русски точно сканматика, ничего здесь нету. Вот, видите, все устройства, которые все программы есть. Службы, может быть. Да не, а служба-то чего? Там не служба, там программа у нас получается. Так что вот, во, приложение. Yes. О, неужели? Снять задачу. Ну. Yes. Мы победили ее. Мы победили ее. Ура. Спасибо. Спасибо. Все-таки мы ее нашли. Итак, все-таки давайте домотаем уже до нашего великого и могучего постру. Как видите, там и иммобилайзеры можно прописывать. И вот нечаянно наткнулся, пин можно выдрать из EEPROM, из системы управления двигателя. Ну, как бы тут много чего полезного. И вин поменять, и много чего полезного. Причем об этом во всем написано подробнейше в инструкцион. Так, давайте все-таки до пострудома. Сейчас намотаю наверх и по оглавлению. Как положено все делать у нас. Делать кучу долго искать и потом перейти в инструкцию. Так, инструкция была где-то выше. Подключение, запуск программы. Так, это где-то ниже. Диагностические модули. Фига себе, а что там на постру где-то отдельно было, может быть? Ну-ка, дайте перемотаю в самый хвост. Да, знаете что, в постру это отдельная, наверное, программа все-таки была где-то. Точно, прикиньте, вот она. Вот, по постру, значит. Итак, что у нас есть по нашим могучим и великим пострам? Пострум. Вот она. Значит, установка, настройка. Можно по USB, можно по Bluetooth. Как я уже говорил, вот выбираем, какой режим и какие программы будут использоваться. Значит, что у нас есть? Давайте подмотаем. Да, тут также написано, какие доработки надо сделать, если у вас версия не Pro, а обычная. Вот, поменять резистор и все остальное. Ну и понятное дело, какие у нас будут недочеты. Давайте сразу перемотаем на список программ. Это вот у нас Consult, Combic можно использовать, ForScan можно использовать. Нарисовано, как видите, даже как настраивать какие программы. Вот GDS 2.
Consult 3 можно подключить, как видите. Расписано все, ну, мега подробно. Как настроить, куда залезть, что сделать. Вот OpenBox также у нас есть здесь, как видите. Можно использовать Odys. PCM Flasher можно использовать. Toyota TechStream. Так, это если обрыв связи происходит с Toyota. Или если медленное обновление. Все расписано просто до ужаса. До ужаса, до мега ужаса. К Sentry даст постру. Единственное, что я вам скажу по мерседесовской программке. Значит, ни в коем разе не стирайте ошибки. Не вносите никаких доработок в саму настройку, то есть не адаптации, ничего не делайте в Xentry. Почему, я вам расскажу, надеюсь, что вам интересно. Потому что иногда Xentry ломится в интернет. Понятное дело, у вашего сканматика интернета, ну, поддержки старой нету, ничего подобного. И что вы по результату имеете? По результату вы можете поиметь уваленную в хламину машину. Собственно говоря, об этом рекомендуют даже кто? Даже производители сканматика. Не рекомендуется пользоваться данным софтом, не имея официальной подписки или доступа к дилерскому Star Diagnostic, так как рано или поздно столкнетесь с ситуацией, когда программе потребуется в онлайн для разблокировки или кодирования блока даже после самых безобидных операций. Самые безобидные операции это может быть, как я уже говорил, включение-выключение каких-то функций, иногда даже стирание ошибок. Поэтому с Мерседесом очень аккуратно пользоваться. Если бы у меня не было старой, я бы не экспериментировал. Так как он у меня есть, 4. В общем-то, поначалу я немножко даже с этим прибором немножко баловался. Что у нас есть на старых моделях без каншины. И возможен привал кодировок блока при выполнении функций кодирования, отключения форсунок и так далее. Ну вот, в общем-то, вот вам один из тоже живых примеров, что крайне нежелательно делать. Ну и, понятное дело, список протестированных программ. Ну и, понятное дело, ну если подписка есть, то я думаю... Если есть подписка, то есть и как минимум, наверное, и старуха. А если есть старуха, то какой смысл ставить эксперименты над сканматиком? Ну, если просто есть желание побаловаться, то, как говорится, вперед, бояться нечего. Ну и, собственно говоря, что у нас есть. Какие программы протестированы? Само собой, здесь справа у нас сбоку расписано, какие есть ограничения, что работает хорошо, что не очень. Ну, допустим, вот наш Chrysler Flash Application. Значит, если прошка без ограничений, если обычная, поддерживается только программирование с каншиной. То есть до 2005 года, если надо подача питания, то мы в некотором обломе. Комбик, соответственно, без ограничений. А обычный есть, в общем-то, если доработать, ограничений тоже не будет. Там написано, ну вот нажимаем, например, доработать, да, и тут расписано, какие доработки необходимо, в общем-то, вносить, делать. Ну, мы об этом говорили в самом начале. Давайте вернемся дальше. Так, это у нас комбик был, да, чип-лодырь. Полная поддержка для работы пока линии на максимальной скорости, требуется доработка адаптера. Ну, в общем-то, как я уже говорил ранее, если хотите использовать с другими приборами, то надо доработать. Вот ECU Flasher от AutoBK. Ну, тоже, вот видите, написано Pro без ограничений. Обычно есть ограничения. Ну, либо надо подавать вот это вот питание вручную. Оно само не подает. Так. Ford Model Programming
FMPT, Ford Module Programming Tool, тоже, в общем-то, расписано все. ForScan, полная поддержка, все что угодно можно творить, и обычным, и другим. Кстати, вот ForScan можно будет, я думаю, сейчас зайти. До завтра, Вадим. Так, дальше что у нас? Hino Diagnostic Explorer. Ну, это Hino, у нас этих машин нет, так я себе даже и программку не ставил. HDS, это вот хондовская программка. Да, кстати, тут написано еще во втором столбике версия, с которой протестирована и работает. С HDS тоже тестировал. По результату, скажу откровенно, продал свой HDS. Само устройство у меня было отдельно. И по результату, в общем-то, начал использовать по сканматику. Jaguar Land Rover SDD, MD Flasher, полная совместимость, MMC Flasher. Тоже вот написано, какие ограничения есть. То есть на обычный сканматик надо подавать питание вручную. А прошлый этот вопрос решает сам. Consult 3+, это программа для работы с Ниссанами. Одис, значит, сервис, это по вагам сильная программа есть. Но есть, понятное дело, некоторые особенности в работе, как и везде. OpenBox, полная поддержка. И, ну, в общем-то, все расписано. Особенности в работе есть некоторые. PCM Flasher, Toyota Techstream, Volvo Vida идет тестирование. Но я сам пользуюсь, в общем-то, иногда для моих потребностей хватает для Авиды. Был у меня дис, ну, я по результату его, ну, продал. Врать не буду, поэтому у меня его сейчас, в общем-то, нету. Xentry DAS, про него мы уже с вами беседовали. Allison Dock, значит, это у нас трансмиссия Allison. Cummins Insight, полная поддержка. Cummins Calterm, полная поддержка, но не пользовался. Так, Case Nev Holland. Вот это я не знаю, что это даже такое. Оно тут даже вычеркнуто. Видите как? Cat Electronics идет тестирование, не ставил. Detroit не ставил. Есtan не ставил. GCB не ставил. Наригон. Volvo Premium Tech Tool. Вот это было бы классно, конечно. А ну-ка дайте почитаем. Начиная с версии наблюдаются проблемы поддержки. Ну это по программе проблемы у них. Не знаю, может быть доделают как-нибудь. И Vapka Toolbox. Ну и понятное дело, смотрите, что у нас расписано. Характеристики по сравнению. То есть у нас Scanmatic 2, Scanmatic 2 Pro, Drevish Car DAC, и OpenBox. И, в общем-то, расписано, кто что может, кто что не умеет. Где что есть, где чего не очень есть. Ну, это понятное дело, красное и зеленое. Ну и понятное дело, распиновочка разъемов. Ибо это надо, как я уже говорил. Вот история у нас изменения. Ну-ка, давайте посмотрим, когда у нас вышло последнее изменение. Как я вам говорил, 4-й месяц. Нет, это не то изменение. Это у нас изменение в постру в этой программе. Значит, что у нас по самому сканматику, мне интересно, когда там последняя версия вышла, есть у них внизу изменения или нету? Потому что я говорил, что давно не было обновлений. Видите, не написали, когда какое изменение было, но уже давненько не было. Собственно говоря, вот такая вот полезная штукенция, как я вам говорил. Давайте, наверное, еще раз, так как мы ее закрыли, все-таки попробуем запустить опять, да. Так, сейчас, всем привет, это снова я. Scanmatic. Так, итак, вот он наш рабочий стол. Значит, мы с вами остановились на газонах, да.
Газоны мы с вами прошли, и в них заходить уже не будем. Давайте по УАЗикам пройдем. По двигателям. Значит, вот какие у нас блоки управления двигателя тут имеются. Как я уже говорил ранее, будем по быстрой пролистывать. Кому интересно, потом поставить на паузу. По подушечкам Таката или Таката. Климат, электропакет. АВД это у нас полный привод. Прочее парктроник и датчик поворота руля. По ежам двигатель. Вот какие у нас моторы. Так, отлом к центре это означает взломанная версия. И нужно ли ее как-то адаптировать? Нет, адаптировать не надо ее. По настройкам к центре там в инструкции все подробно написано у них. Но, как я уже говорил, к центре очень мега аккуратно обращайтесь с всякими действиями, потому что оно очень чревато тем, что у вас машинка станет. Вот, по ЗАЗам, ЗАЗ, вот такие у нас блоки управления двигателя есть. По карабасам Айсин 81 и по подушкам безопасности. Дальше СИАЗ. Кстати, ни разу не было у меня такой машинки. Вот какие блоки управления. По пазикам. Соответственно, вот что у нас по блокам управления по пазам есть. По трансмиссиям. Вот, кстати, Эллисон, о которых у нас там шел разговор с вами. И по... Так, читалка хорошая. Лаунч и Автел лежат. Акцентри нормально почитать. Ну, как бы это самое. По МАЗам. Вот минские наши заводы. Кстати, иногда блоки бывает не совпадают. Иногда по камынцам надо поперебирать. Как видите, тоже программирование блоков есть. EDC7, EDC17, M230. Можно делать прямо отсюда. По MM3 очень внимательно обращайте, какая прошивка стоит. Можно зайти внутрь блока и посмотреть в описании. Там все это будет. Прочее, что у нас прочее? Вот что у нас прочее. Это мы по МАЗам. По КАМАЗам. Моторчики у нас вот какие. Тоже показываю. Тоже, как видите, есть программирование EDC7 и M230. Шасси. Нейтрализация отработанных газов. Дитроник. Прочее. Ну и, понятное дело, прочее. Это мы по КАМАЗам. ДЭУ. Ну, тут все намного проще. Сразу выбираем, какая машина, какой мотор. Честно говоря, даже не знаю, кто у кого взял базу, ланч у них или они у ланча, потому что, в общем-то, перекрыло практически все те же самые машины, что в ланче есть, и то же самое. Хотя, в общем-то, есть и свои плюсы, понятное дело. Шевроле машины какие. Ну, вот видите, выбирать можно тоже, какие моторы. D4, D42. Честно сказать, наверное, по корейским автомобилям мы здесь будем с вами до утра. Поэтому пройдем исключительно по китайцам. Вот F3 с дельфями. Жиля. Модели какие жилей есть. Двигатели такие, блоки управления. Scanmatic, этот вариант на Али невозможно заказать. Это официальная версия. На Алике только есть какие-то отломы, которые неполноценные. Насколько я знаю, с Пастру они вообще не дружат. Вот, поэтому, если покупать Scanmatic на Алике, это будут реально выкинутые деньги. Просто выкинутые деньги. Потому что, как я говорил, вот у меня по старту была картина со сканматиком, где появились
скажем так, проблемы с его работой мне по гарантии все восстановили. Ну, я тоже не с РФ, не с Российской Федерации, однако с доставкой у них, в общем-то, тоже проблем нет. У них, насколько я знаю, есть еще такое понятие, как дилеры. Давайте посмотрим. Контакты. Наши контакты, вот видите, у них есть закладка дилеры. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Англия есть, Китай даже есть. Лебанон, что за страна, фиг знает, Финляндия и Литва. И вот снизу города, которые есть. Это у нас Россия сейчас выбрана. Ну, вот Украину давайте выберем, видите. Тоже в разных городах есть. Интересно, ну, только Минск. А что это такое Лебанон? Берут. Фига себе, Бейрут. Да, я думаю, да. Ну, я, правда, в Минске покупал. Как бы проблем не было. Вон в Вильнюсе даже есть, смотрю. В Англии Хемельхампстед. Во, блин. Название ж городов каких. Азербайджан, Баку, Узбекистан. О, тут даже 4 есть города. Казахстан 3 города. Беларусь, как я уже говорил, 1. Это Ливия. Спасибо за информацию. Украина вон тоже, смотрю, и Харьков, и Днепр. По России вообще целая куча, откуда можно сказать. В общем-то, вот такая вот штукенция. Я думаю, у них и с доставкой тоже проблем особых быть не должно. По покупке вон можно, телефоны их, все контакты, указаны Skype, Viber, WhatsApp. Так что я думаю, составить проблемы особой не составит. Ну, такая вот картина. Поэтому пишите, пишите, спрашивайте, задавайте свои вопросы. Да, для 24-вольтовых нормально, он с ними работает, до 35 вольт, до спецтехники проблем нету, работает с ними со всеми хорошо. Я пока буду тут проходить, скажем так, по блокам по разным, а вы также, ну вот я сейчас по китайцам прохожу. А вы пишите свои комменты, вопросы задавайте. Так, ну вот у нас тоже разные моторы, разные блоки управления двигателя, довольно богато. Можно даже некоторые мотать, кому надо. Я сам перемоткой не занимаюсь. Пепс. Прикольно. Это блок какой-то Пепс. Для фанатов пепси-колы. Вот. Виндле. Так. Ford Cargo. Да, с Фордами. Ну, тут Форда как такового не заявлено. То есть я, честно сказать, не знаю, в Форскане он вообще есть или нет у Ford Cargo. Я думаю, по ОБД, конечно, можно его попробовать почитать через здесь. Как видите, Форда у нас здесь просто не заявлено самих блоков управления. По ОБД можно, я думаю, что-то попробовать двигателя увидеть или что-то такое. Кстати, давайте, да, наверное, сканматика сейчас попробую запустить через Форскан и посмотрим, как они дружатся с ним. Так, чик. Иди сюда, моя радость. Сканматик конфигурация. Bluetooth и Wi-Fi. Так, вот он. Вот он, вот он. И сейчас попробую. Я обычно просто сканматика через Форскан, если подрубаю, то я по кабелю. Сейчас попробую его заблютусить. Так, ну-ка. Подключение. Сканматик. Ну вот он у меня видит. Во! Все, я нашел, как его по Bluetooth надо пристаканить. Стоп, а вы нифига не видите, да? Вот, короче, смотрите, какая картина. Вот здесь надо было выбрать, что Bluetooth. То есть мы выбираем сканматик устройства и Bluetooth. Это вот он. И теперь говорим ему, ну давай. Нифига. Не. Во, проверка Bluetooth. Увиделся. Но пытается что-то другое найти, поэтому имеем некоторый облом. Ну, как минимум двигатель, я говорю, можно читать. Ну, сканматик я не знаю, он подружится с этой программой или не очень.
Поэтому что-то обещать, честно говоря, сложно. Как я уже говорил ранее, сегодняшний выпуск у нас не является ни в коем случае рекламой Scanmatic, потому что мне за него ни денег, ничего не дали и оборудование тоже не дали. В общем-то, просто делаю такой, можно сказать, легкий обзор, ну, чтобы люди увидели, интересна вам эта штука, неинтересна и так далее, сделали для себя выбор. Потому что стоит он, в общем-то, не сильно дешево. Но. Кстати, по Launch HD я уже говорил, мы с Павлом так еще не пообщались по этому поводу. Мне было бы интересно по моей переделке ланча в Launch HD обычного легкового обсудить вот этот момент. Павел говорил, диагност, о том, что возможно какие-то некоторые, скажем так, если можно выразиться, сложности. Ну вот пока куда я пробовал тестировать переделку обычного в Launch HD, у меня, в общем-то, ограничений пока никаких не напоролся, где ну, что-то не давало сделать. Может быть, значит, не так много машин приходило, на которых я мог что-то пробовать делать с этим. Но опять же, вот с Павлом, я думаю, мы поэтому побеседуем. На прошлом стриме, где мы обсуждали, вот, да, ну вот у меня второй обычный Изи, у меня вторая Изи, и через понижающий с софтом, да. Ну вот такая вот картина была. Но у меня второй, ну вот я не знаю, может быть там что-то, какие-то ограничения есть или что-то такое. Но вот мой второй маленький этот адаптер, проблем по нему я не встречал. Вот такая вот картина. Ну что ж, наверное, по-большему, значит, это чудное устройство мы с вами обсмотрели, если можно так выразиться. Вот, если производители предъявят версию Pro, предоставят, говоря более правильно, то, я думаю, мы сделаем обзор и его. Ну, пока производители... Я им писал в e-mail, значит, просто хотел взять, показать и вернуть обратно. Но они, наверное, посчитали, что мы злобные спамеры и проигнорировали, значит, мое предложение сделать обзор. Хотя, заметьте, что немаловажно, денег я с них за это вообще никаких не просил. Просто хотел сделать нормальный человеческий обзор. Ну, это их право. Не хотят, как хотят. Я, как и говорил, сделал этот обзор все равно абсолютно безвозмездно. То есть дадом, как говорил Винни-Пух. Так, да, как я говорил, Павел подмечает мудро и верно. Обновления на Scanmatic уже давно не было. По этой причине, в общем-то, я немножко подрастроен. Да, баги есть и на андроиде, как я говорил, и на самом компе. Тоже во время этого стрима я рассказывал, что баги присутствуют, но вот, скажем так, их еще не победили, и они все в этом есть. Зачем лаунчи? В смысле зачем? Ну, хороший сканер, лаунч. Я думаю, если кому-то будет интересно, можно и по нему сделать обзор, по лаунчу тоже. Так что вы же знаете, куда надо зайти, правильно, да? Чтобы провести голосование, сейчас я вам покажу, если вы вдруг не в курсе этой ситуации. Заходим на наш замечательный канал вот с такой вот шапочкой. Заходим в сообщество, да, нажимаем. Смотрим, здесь у нас есть голосование. Нажимаем свой вариант, выбираем и оставить комментарий. И здесь пишем «Хочу обзор ланча». И тогда, соответственно, если большинство будет за ваш вариант, мы сделаем обзор ланча. На самом деле хороший сканер-то. Вот, также, вот, не забывайте, можно на наш сайтик заходить, вот сюда, на телеграм-канал, потому что там много интересных людей с интересными темами. Кстати, как я и говорил ранее, курсы автоэлектрика у нас, группы мы больше не набираем. Как я уже говорил, возможны
индивидуальное обучение, индивидуальные консультации. То есть, если у вас какой-то вопрос возникает, значит, что надо делать? Правильно. Вот телефонный номер указан. Видите, вот он на сайте, да. Также телефонный номер указан вот здесь вот. Ах, да, он еще вот там у вас, сейчас я покажу где. Вот там вот. Видите, вот. Это телефонный номер. Его забиваете Viber, WhatsApp, Telegram, без разницы куда. Пишите. И с индивидуальными консультациями я вам готов помочь. Значит, что для этого надо? Что для этого надо, для индивидуальных консультаций? Делайте какую-то машину. У вас что-то не получается. Ну, в общем-то, спрашивайте. Если вопрос довольно оперативно на него могу ответить, абсолютно безвозмездно вам с этим покажу. Если возникают какие-то, понятное дело, сложности, мне надо схемы открывать, рыться и так далее, то за донаты, ну, знаете, что такое донаты, это благодарность некоторая определенная, я вам тоже готов буду оказать эту помощь. Потому что, сами понимаете, в общем-то, мне абсолютно вот просто заняться помощью абсолютно безвозмездно, мне что-то надо тоже кушать. Также оборудование какое-то докупать и прочее, и прочее. Так, сейчас что-то пишут. Одну минуту. Так, тоже верно. То есть, если есть пара не только легковых, но и грузовых, то лучше Launch HD. Нет, HD только коммерческий. EasyDiag 2030. Он и туда, и сюда шатает. Только софт нужно покупать понижающий адаптер. Да, все верно. Надо покупать понижающий адаптер. Есть у меня некоторые доработки, как сделать из обычного, в общем-то, аппарата понижающий адаптер. Напрямую подключаться там крайне нежелательно, ибо это на самом деле чревато. Можно увалить дядю Изю, Изидиага. Да, само собой, я же об этом и говорю. То есть отлом и Zodiac. Вы имеете программный продукт отлом? Да, есть отлом программного продукта под легковые, и он без обновлений. Я скажу откровенно по себе, я покупаю отломы. То есть у официалов он стоит дорого, а у полуофициалов, в общем-то, можно купить с годовой поддержкой. Поэтому я покупаю с годовой поддержкой, и меня он абсолютно устраивает. Потому что, в общем-то, надо. Бэкбусте. Можно адаптер сделать на бэкбусте. Что такое бэкбуст? Что такое бэкбуст? Честно сказать, не знаю. Да, так я же говорю, можно сделать самому. Единственное, там надо делать, в общем-то, некоторые еще доработки. У меня на LM собран, на инверторе на этом, который делает из 24 вольт наши чудные 12. Там подстрахована еще развязка гальваническая, чтобы напрямую не садануло. Но это уже немножко другая история. Если интересно, можем через некоторое время пройтись по схемкам по разным, как переделывать. Да, конечно, потому что, скажем так, сами лаунчеры продают этот переходник за несколько, если можно так сказать, баснословные деньги, там в районе сотки баксов за практически, можно сказать, обычный стабилизатор питания, который понижает до 12 вольт с 24. Да, все верно. Но там надо, как я уже говорил, еще некоторые доработки. Если просто понизить питание, все остальное подсадить напрямую, то все равно чревато увалить с ланча. Потому что там есть некоторые нюансы в некоторых машинах с переходниками. Но об этом, как я уже говорил, можно будет сделать также отдельный стрим, в котором я вам про это все чудо расскажу и покажу. Ну, сами же знаете, надо вот туда идти, где голосования у нас были, и там выбирать. Там тоже про это могу рассказать. Кстати, пару таких замечательных вещей про, значит, нашего замечательного ELM, о котором я говорил. Опять я вас агитирую, можно сказать, на эту тему, хотя дело ваше, за что голосовать. Можно использовать его вместо некоторых других дорогих, значит, программаторов и читать не только блоки управления двигателя, но и другие элементы. Хотя, конечно, лучше уже ELS 327 использовать, а не ELM, потому что или ELM-ку дорабатывать, потому что, в общем-то, некоторого функционала ELM не хватает. Надо
делать наш чудный Кан-2. Вот такая вот картинка. Значит, смотрите, вот там вот снизу, да, есть вот такая штучка. Понажимайте ее, если вам не тяжело, конечно. Вот, ну и заодно задавайте вот там вот всякие вопросы. А если вы смотрите уже в записи этот стрим, тогда, ну вот там вот, в комментариях пишите, спрашивайте. Так, Саша, видосы выложены, а темы актуальные проходят мимо. Давай снимай в реальном времени по мере востребования, настройки и так далее. А то это начну делать я. Ну так я же говорю, я давно предлагаю, выбирайте. Какие темы вы выбираете, я про то и буду рассказывать. Сами же прекрасно понимаете, если там один человек предлагает какую-то интересную тему, а большинство будет против, я ж не могу ради одного человека не слушать мнение большинства. Поэтому я считаю, что, в общем-то, то, что выберет большинство на канале, такие темы я и буду поднимать. Как видите, сегодня у нас людей не так много во время этого стрима, потому что, в общем-то, Сканматик многим и так известен, поэтому я думаю, что смотрит поэтому не так много людей, как, в общем-то, хотелось бы. Но это выбрало большинство, и я, как говорил ранее, делаю все видеообзоры, все стримы по той теме, которую выбрало большинство. Если большинство выбирает тему, значит этот стрим я и делаю на эту тему. Поэтому, в общем-то, такая вот тема. Чем больше людей проголосуют за интересную большинству тему, такая тема и будет у нас на канале обсуждаться. Вот так вот. Так, что у нас еще пишут? Интересует вопрос уже полгода. Ford Transit, как обнулить счетчик километров при ошибке от Blue? А фиг его знает, честно. Не сталкивался никогда с этой задачей. ELS 327 с каким софтом можно юзать? Так, по ELS 327, ну, навскидку сразу скажу, Scanmatic, какой Scanmatic, блин, ForScan можно однозначно использовать. И есть еще огромное количество полезных программ, с которыми также может дружить. Но, как я уже говорил ранее, это если будете выбирать эту тему про ELM, ELS, про эти программы, что из него можно выжать, то там про все эти программы мы с вами и поговорим. Некоторые даже покажу, ну, я думаю, даже покажу много. Много на телефоне есть программ под эту систему, много есть на компьютере. Причем, как я уже говорил ранее, они выжимают то, чего от них просто тупо не ждешь. Ну вот, например, живой пример. Вы никогда не видели, например, тот же Рено клип на Android телефоне не видели, да? А он есть. Вот, и все делается с помощью обычной ELM. Вот так вот. Немножко доработать ее надо. Ну, вот такая вот вам тема. ELS вообще на ура творит чудеса. Так, у меня на телефоне камера умирает. Вынужден скоро тормозить, снова тормозить ролики. Не понял? Ну ладно. Так, ошибка какая? Где ошибка какая? Про AdBlue, про тот вопрос. Не помню же, у всех одна болезнь. Появляется ошибка. При полном баке мочевины начинается отсчет. Да. Это не только в фордах в этих. Это дофига где есть. Вот. Было недавно у меня, ну, где-то, наверное, с полгода назад, такая грустная, нерадостная система. Значит, на 6007, по-моему, пыжик, или кого-то из них там года 15-го, она начала ругаться, что нет присадки и так далее, там осталось 600 километров, в мозгах ему отрубили ее, а надо было еще тупо сбросить БСИшку. Ну вот одна из первых машин была, где, в общем-то, столкнулся с этой проблемой. БСИшку ему, понятное дело, не доперли сбросить по старту. На мозгах ошибка уже не вылазила, но машина стала. Понятное дело, через 600 километров. Имели дикий большой конфликт с этим заказчиком. Предлагали ему, так давай, все-таки уже когда разобрались в теме, что надо БСИ было обнулить тоже, но он отказался. Просто вот пошел на конфликт, на дикий. Вот по результату, ну, вот такое вот нерадостное воспоминание было.
Вот, поэтому если обнуляете, значит, проверку во французах, также не забудьте сбросить через БСИшку. Так, приветствую, Чех, тоже так. Значит, привет из глубинки Тверской губернии. Скажи, пожалуйста, когда из ИБУ удаляешь ИМА, надо ли фишку от блока ИМА отсоединять? А если в блоке управления двигателя убирается иммобилайзер, либо вешается эмулятор, фишку необходимо удалять. Обязательно, мега обязательно. Если это мы берем, например, старые ваги какие-то, где у нас диагностика шла через иммобилайзер, то есть она заходила на иммобилайзер, с иммобилайзера шла дальше на блок управления двигателя, то по-любому, по любасику надо эту перемычку ставить, именно чтобы диагностика заходила на мозги, потому что буквально недавно тоже, хотя я и предупреждал, что надо делать адаптацию, перемычку там не поставили, адаптацию после обнуления иммобилайзера заказчик не мог сделать, мне говорил, что ничего не выходит. По результату, когда мы сделали перемычку, сделали эту чудную адаптацию, машинка заработала. Поэтому, в общем-то, сам блок иммобилайзера обязательно необходимо убрать. По причине того, что некоторый процесс отключения иммобилайзера делается так называемой технологией Virgin, то есть блок управления двигателя делается, если можно так сказать, в переводе с английского на русский, абсолютно девственным, то есть чистым, нулевым. И вот он работает без иммобилайзера, нормально себя чувствует, да. А когда появляется иммобилайзер, понятное дело, видя свежего блока, пытается его оприходовать и прописывается в него абсолютно, у него не спрашивая. В некоторых машинах такое бывает. Да, в принципе, даже у большинства. И поэтому, в общем-то, если делаете отключение иммобилайзера, провод необходимо отрезать, который идет на иммобилайзер. Если, конечно, у нас бывает во флеше меняется, если у нас своп идет какой-то, то иногда можно эту процедуру миновать. Но если у нас идет иммобилайзер в EEPROM стоит, либо в проце, то обрезать необходимо. Причем немаловажный фактор в некоторых блоках. Также EEPROM следует тоже поменять на свою, потому что она делает вид, вот допустим по Bosch часто B58 серия бывает, она якобы у нас пишется, хотя на самом деле оставляет все свое. То есть пока мы с нее не снимаем питание, она показывает, да, говорит, пацаны, все вот так, я записался, все четенько. А потом по факту получается, что сняли питание, опять подали по новой, а в ней все было как ранее. Поэтому либо необходимо делать защиту этой микросхемы, либо менять, ставить свою, либо ставить свою и делать защиту. Такое у нас тоже бывает, встречается, поэтому надо. Так, что у нас еще пишут? Вот, соответственно, иммобилайзер родной надо нафиг с пляжа ему сказать, чтобы его не было в машинке. Так, по Ford Cargo, про Forscan я не скажу откровенно, потому что я Forscan Cargo не делал. Ford Cargo у меня попадался, я его делал автокомом, читал вот так. Понятное дело, что это не так подробно, не так хорошо все рассказывает, но хоть что-то. На безрыбье, как говорят, и что там было? Нет, не сам. Ну, короче, вот так вот. Когда нечем, хоть что-то надо пробовать делать. Так. К-линии или кан только закольцевать при необходимости. Да, абсолютно верно. Если кан закольцовывать, либо К-линию пускать напрямую. Если он заходил на иммобилайзер. Так, подскажи, пожалуйста, в парке Ford Transit 6 поколения. Остальное это Hyundai всякие. А также погрузчик Hyundai и Kawasaki. Что бы ты взял из оборудования? Ну, смотря какая цель. Если вопрос все-таки что-то заэкономить, и машинки у нас 24-вольтовые, наверное, бы я свой взгляд положил бы на автоком и, наверное, под эти машинки ДПА
5, по-моему, или ДПС, нет, не ДПС, ДПА 5. В принципе, относительно неплохой из универсальных сканеров. Конечно, похуже, чем, допустим, брать что-то более серьезное, но, в общем-то, по-большему я считаю, что сойдет. Вот, поэтому, наверное, вот эти, если вопрос в деньгах, то эти сканера. Автоком и этот ДПФ 5, ДП, 5. По-моему, так. Что-то я уже начинаю подтуплять немножко. Вот, да, ДПА 5, по-моему, так. Ну, в общем-то, из бюджетных вариантов такое. 2019 года, сами понимаете, автомобили, если новые автомобили, более-менее 18-19 год, все-таки китайские сканеры универсальные, это, наверное, не тот вариант. И это не та ситуация, когда стоит все-таки ужимать деньги. Попробуйте тогда все-таки начальника выпрашивать, если это не ваш автопарк, чтобы он купил дорогое, более качественное оборудование. Потому что китайское оборудование, оно хотя что-то и может, но не так хорошо, как хотелось бы. Вот, я про это и говорю, Павел, что автоком 16-19 год это курить бамбук в обломе будет. Ну, по Hyundai, как бы по Hyundai Scanmatic, наверное, все-таки стоит обратить внимание, потому что, ой, убежает ноутбука моя с блюпупой. Вот, потому что Scanmatic по Hyundai, в общем-то, неплох. В общем-то, неплох. По Фордам, я даже не знаю, что посоветовать на эти новые автосики. Может быть, все-таки знаю, что вам посоветовать. Обратите свое внимание на ФВДИ. Чудный есть такой прибор. Ссылки под многими видосами есть и на форуме. Сейчас покажу, куда зайти. Значит, заходим на наш сайтик. Не угадал. В наш форум заходим. Вот сюда вот. Выбираем форум. Чик. И смотрим. Вот у нас разные программаторы. Вот ФВДИ. Вот заходим, смотрим. Вот 18 год мы и имеем здесь. Вот он, красавец наш. Это, наверное, будет оптимальный вариант. Потому что другого я даже не знаю, что вам посоветовать в данной ситуации. Вот так вот. Потому что там вроде как и есть. Погрузчиков ЦМ не будет тут. Есть Caterpillar, да, CAT. Так, спецтехника, отдельные сканеры. Ну, это опять же, как я говорю, это отдельные деньги. Вот, поэтому, наверное, к спецтехнике всякие эти дешевые китайские сканеры это не лучшее решение. Для, скажем так, профессиональной техники, спецтехника, лучше все-таки покупать более дорогое оборудование по причине того, что всякие эти мультитетрисы, мультисканеры, дешевые китайские, там, которые там 30-50 долларов стоят, это не лучшее решение по причине того, что не стоит экономить. Есть такая пословица: скупой платит дважды. Вот так. Поэтому здесь я однозначно так скажу. Так, всем привет. Нужен совет. Привет, Николай. Нужен совет, возможно, на январь 7.2 стоит поставили двигатель от Калины, как их подружить. Поменять блок управления, если не такой блок управления, другой номер стоит, должен стоять под тот двигатель, тогда менять блок управления, перекинуть проводку. Если такой же блок управления стоит, то да, прошивка тогда вам поможет. Ну вот, собственно, и все, что можно сказать. Если блок управления такой же, прошивка. До 10 тысяч бюджет.
В принципе, вы знаете, можно сделать просто нам отдельный будет стрим, либо тему какую-то поднять, где мы с вами пройдемся по именно спецтехнике, по оборудованию, я думаю, мы обсудим, потому что, в принципе, вариантов целая куча. Я, опять же, подготовлюсь немножко к этой теме по причине того, что кое-что из оборудования по грузовым, по спецтехнике у меня, конечно, есть, но опять же, сейчас буду сидеть и вытягивать из головы, что хорошо, что плохо, все-таки. Вот. Все-таки хотелось бы немножко к теме подготовиться более детально, чтобы ее более подробно, скажем так, обсудить вместе с вами, а не сидеть и выдумывать там чего-то или что-то в этом же роде. Так. Так, что еще пишут? Прошить должен работать. Так, Николай оставить, не помню, в телеге напиши, я посмотрю. Да, вот Телеграм, как я говорил, можно зайти на наш чат общий и там обсудить, предложить тему. Потому что, как я говорил ранее, если у вас блок управления в этих разных машинах одинаковый, тогда можно решить программно. Если блоки управления и схемотехника отличаются, то, само собой, программно этот вопрос правильно решить, мне кажется, будет сложно. И придется, в общем-то, нормально переделывать. Так, да, понятное дело. Вот такой вопрос. Есть DPA, есть Launch HD. Разница в цене огромная, а список и там нормальный. Вообще универсального, как я уже говорил, сканера не бывает, который делает все. Один сканер в чем-то дополняет другой, другой дополняет первый. Даже если в одном есть какая-то одна машинка, в другом ее нету, то уже ради этого иногда стоит обратить внимание, потому что даже заявленные некоторые машинки он может делать, может не делать. Второй сканер, например, с этими машинками там и поможет. Поэтому диагностического оборудования много не бывает. Я об этом говорил уже много раз и буду это повторять еще 1000 раз, 2000 раз. Сколько надо будет, буду это повторять. Диагностического оборудования много не бывает. Диагностическое оборудование это, в общем-то, всегда надо разное, с разным охватом. Вот такая вот картинка. Так, что у нас еще пишут? Так, ну это, в общем-то, по выбору диагностического оборудования. Ну что ж, спрашивайте еще. Если вопросов у нас больше нету, нажимаем вот там вот такую штуку полезную. Значит, также уже не забывайте проголосовать на наш стрим следующего, значит, выходных, какого выходных, среды следующего, вот, планируется. Так, Нексик не все берет, тоже из спецтехники. Каты берут только на автосах, если брать каты, модульные энергоустановки там только заводской, хотя и китайский кат, это тоже берет. Когда про сканматик-то? Мы про сканматик уже сегодня целый день говорили. Когда еще раз надо про него? Пересмотрите в записи, наверное. Так, стоит и там 7.2, просто прошивки разные. Вот я и ломаю голову. Можно ли просто залить прошивку? Значит, да, можно залить прошивку, если они по железу блоки одинаковые. Как я вам немного показывал ранее, есть такая волшебная программка, называется Easy. EasyDiag, он же в народе, да, давайте я вам ее покажу уже, раз мы немножко отвлеклись от темы. Смотрите, вот она. Заходим, значит, сюда, да. Вот у нас есть такая чудная закладочка. Вот, допустим, вводим 0281 001 753. Это у нас Mercedes, если мне не изменяет память. Да, абсолютно верно, это Mercedes. Значит, вот впрыск управления дизельного топлива снят с производства 11.05. Вот расшифровка блока МСА с помощью тыры-пыры, номер. Все расписано. Также вот заходим, внутренний номер можно использовать. Отдай сюда. И можно
в общем-то, посмотреть и прочее, и номера по железу. Какие у них совместимы, а какие не очень. Вот, собственно, этот блок наш управления. Поэтому смотрим, что он может, что в нем есть, с чем его курят и с чем его едят. Вот, также тут можно смотреть все блоки, которые чем можно заменять. Поэтому, в общем-то, рекомендую, чтобы эта программа у вас стояла. Привет, Дмитрий. Так, спасибо за отзыв тоже. Так, прошей и будете счастья. Да, было уже, ну да, было уже обсуждение с Конматикой. Видео у нас будет, как всегда, в записи. Нажимайте там больше лайкосиков вот таких. Вот, тогда будет больше интересной темы. Можете еще немножко донатить. Ни разу не расстроюсь из-за этого. Вот, ну что ж, 1,5 часа сегодняшний стрим был. Это у нас свежий рекорд. Наверное, будем на этом заканчивать наше сегодняшнее мероприятие. Как я говорил, голосуйте на нашем канале в сообществе о теме следующего стрима. Внизу в комментах пишите свое мнение по поводу этого стрима. Вот, не забывайте, что можем вам помочь, значит, с отключением имбилайзера программно, блок, если пришлете, диагностику на расстоянии можем вам помочь сделать, также пин по вину, пин по прошивке, консультации какие-то, опять же, телефон, Viber, WhatsApp, вот они указаны, Telegram. Заходите также к нам на чат. Все могут писать там, задавать всякие вопросы, ну не по иммобилайзеру, но там в правилах все указано, в общем. Вот, заходите к нам на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока-пока. Чик.